На этот раз мы сделаем безумный, бесполезный, но очень интересный проект – велосипед-призрак, раму которого отольем из прозрачной эпоксидки и протестируем. Приятного просмотра! Как вы поняли по снежным кадрам, этот проект начался очень давно. Для донора был взят вот такой старый велосипед с классической рамой. На нем Андрей и приехал в мастерскую. Первым делом надо разобрать велик до голой рамы. Вообще эта история началась с того, что Андрей заехал в гости, и я озвучил ему идею сделать прозрачную раму. Недолго думая, он сказал, что не видит особых сложностей. Если работу по эпоксидке я возьму на себя. На этом и договорились. Спустя час все разобрано и выглядит вот так. Но есть единственный минус. Андрею не на чем ехать домой. Но забегая вперед, скажу, что оно того стоило. Надеюсь, Андрей думает так же. Для того, чтобы отлить цельную раму из эпоксидки, надо сделать сложную двусоставную силиконовую форму. Именно для этой формы Андрей и сооружает опалубку. Такой вот саркофаг из ЛДСП. День времени, около сотни саморезов, и мы имеем вот такую коробку, куда просто идеально помещается велосипед. А это важно, потому что силикон для форм вещь не из дешевых, и каждый квадратный сантиметр имеет значение. Для того, чтобы силиконовая форма без проблем отошла от рамы, надо ее подготовить. Первым этапом шлифуем и убираем все лишнее. Следующим этапом разводим глянцевый лак. Хорошенько его перемешиваем и подготавливаем раму к покраске. Обезжириваем, протираем, и уже теперь можно наносить лак. Для того, чтобы силикон без труда извлекся из короба, смазываем опалубку и саму раму разделительным составом. Это воск в спрее. Итак, рама наконец-то подготовлена и лежит в готовой опалубке. Теперь можно разводить силикон для форм и заливать первый слой. Поскольку задняя вилка – это довольно сложный элемент для слепка, было решено сделать ее из 4 частей, по 2 на каждую сторону вилки. Именно поэтому Андрей сперва залил тонкий слой, а когда он схватился, снова нанес разделительный состав. Следующим этапом разводим все тот же силикон и заливаем ответную часть первой части вилки. Да, звучит сложно и на деле не очень просто, но в итоге у нас должна получиться четкая многоразовая форма, что очень важно, так как далеко не факт, что у нас получится такая сложная заливка с первого раза.
остальной рамой все значительно проще, поскольку форма будет делаться стандартной, двухсоставной без особых хитростей. Сперва заливаем раму силиконом ровно до середины, равномерно по всему периметру. Затем ждем, пока силикон схватится, наносим разделительный состав и запаковываем силиконом доверху. Так и делаются двухсоставные формы. Для того, чтобы свести к минимуму расход силикона, пространство между задней вилкой заполняем вот такой вот штукой. Если честно, не помню, как она называется, кто в курсе, пишите в комментах. Прямо на эту серую штуку мы и льем силикон. Он довольно густой и должен остаться на месте. Самые высокие точки будут литниками, от слова лить. Через них мы и будем заливать смолу. Для этого и крепим трубку. Также мы сделали промежуточный канал между двумя литниками, для того, чтобы наверняка вышел весь воздух. В итоге на все ушло больше 15 кг силикона и пару недель работы. На следующий день, когда финальный слой силикона высох, аккуратно разбираем опалубку, поскольку она нам еще пригодится. Как вы понимаете, эти цифры на опалубке не случайны. Они здорово облегчат работу, когда мы заново будем собирать пазл. Как вы видите, разделительный состав работает отлично, и первая часть отходит от второй без особых усилий.
В последующем все это было собрано точно так же, как и разбиралось. Только в форму мы положили детали, которые не получится встроить уже в эпоксидную раму. Это вилка и каретка, вроде так она называется. Ну и когда все элементы загружены в форму, а форма в опалубку, начинаем заливку. Для этих целей я взял состав под названием Monolith 5. Надежный проверенный состав, с которым можно неспешно работать, что очень важно в такой заливке. Друзья, мало кто знает, что в моменты работы мне нравится посматривать одним глазом различные сериалы. Ну, знаете, чтобы на фоне звучало. Думаю, многие из вас делают так же. И как же хорошо, когда не нужно судорожно искать что-то в интернете, да еще и платить за пару-тройку любимых сериалов немаленькую сумму для доступа к ним. Ведь есть сайт, где все топовые сериалы сосредоточены в одном месте. Я про Films Club, разумеется. Films Club — это стриминговый сервис с бесплатным доступом к просмотру всех самых мировых сериалов с крутой озвучкой от TV Shows. Здесь собрание самых популярных сериалов от Netflix и Amazon до Disney+, HBO и многих других. Простая регистрация и удобная поисковая система по сайту сделают просмотр ваших любимых сериалов еще приятнее. Причем бесплатно и в Full HD качестве, что немаловажно. Если вы в дороге, не беда, вы можете посмотреть на смартфонах или планшетах, благодаря удобному приложению Films Club, даже без интернета. Просто скачайте сериал заранее и наслаждайтесь. Ну а дома можно переключиться на большой экран и продолжить просмотр с ТВ-приставки. Если вы еще не пробовали Films Club, то я, конечно, рекомендую незамедлительно перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться и начать погружение. Лично я уже начал смотреть «Тень и кость». Отличная фэнтези от Netflix. Тысячи сериалов уже ждут тебя. Кликай по ссылке, а мы продолжаем. Спустя 7 дней разбираем опалубку. Но тут не все так просто. Две части силиконовой формы мы никак не соединяли между собой. И понятное дело, что между ними немного выходила лишняя смола. Мы понимали, что так будет, для этого и сделали всю опалубку герметичной. По нашему представлению, лишняя смола должна была слегка пролиться в опалубку. Но поскольку там нет пустот, то и смоле уходить особо некуда. В принципе, все так и произошло. Но того небольшого объема хватило для того, чтобы замонолитить опалубку намертво. И как я не хотел ее сохранить, пришлось прибегнуть к кардинальным мерам. Ну и конечно же не терпится посмотреть на результат, хотя бы одним глазком. Да-да, Андрей собирал целый день, а я аккуратно разбираю. Когда основная опалубка разобрана, обрезаю литники, для того, чтобы снять верхний слой формы и уже наконец посмотреть на результат или его отсутствие. В целом все отлично, я приятно удивлен, за исключением одного косяка. Самая верхняя точка задней вилки оказалась немного недолита. По всей видимости, смола нашла путь и ушла с самой верхней точки. Хотя в литнике смола оставалась до последнего, за чем мы очень следили. Но на фоне общего успеха это даже не проблема. Как вы помните, вилку мы заложили в форму предварительно. Также заблаговременно она была смазана воском. И тут наглядно видно, как смола отходит от обработанной детали. Нужно это для того, чтобы руль крутился, и велосипед был хотя бы более-менее функциональным. Для того, чтобы рама стала полностью прозрачной, надо покрыть ее глянцевым лаком. Но сперва хорошенько отшлифовать, начиная с 240 и заканчивая 600 наждачкой.
Место, которое не пролилось доверху, подливаем, сделав вот такую локальную опалубку из скотча. Теперь можно приступать к лаку и сборке. Понятное дело, что это не велосипед на каждый день. Это просто проект из разряда «А что если?». Посмотрев с Андреем на готовый результат, поняли, что можно было сделать еще и прозрачные колеса, руль и вилку. В общем, полный велосипед-призрак. Мы уже и продумали, как это грамотно сделать. Конечно, это сложный, трудоемкий и затратный проект. Если вы нас поддержите и поможете с распространением этого ролика, то мы в ближайшее время выпустим вторую часть, где вы увидите полностью прозрачный велик, а также его краш-тест. Мы проверим, как долго и с какими нагрузками можно будет на нем проехать. А учитывая, что сиденье у него тоже сделано из эпоксидки, это будет то еще зрелище. В общем, если считаете, что такой контент достоин вашего внимания, то лучший способ для продвижения — это поделиться этим видео где угодно, а также лайк и длинный коммент. Все это занимает меньше минуты, а мы взамен посвятим месяц своего времени на вторую часть. Как вам такое? Спасибо за просмотр и добра топора. Как вы видите, сиденье, к сожалению, не регулируется, а Андрей делал его под себя.